Хорошо, как скажешь. А я пока налью чайку. Подожди, я допью свой, чтобы попить этого. О. Всем привет, и это 5-й выпуск на канале Кинотроечка, и сегодня мы будем разбирать актерские работы, которые принесли этим самым актерам, ну, я не знаю, невероятный успех, подъем, рывок. Нет. И сегодня мы поговорим о фильмах прорывных, фильмах, которые прорвали актеров. Благодаря которым актеры стали суперзвездами. Да. Давай. И это 5-й выпуск нашего, не знаю, какого вечернего шоу, утреннего. Прорвали карьеру актера. Да, все верно. Сегодня мы поговорим о фильмах, которые стали ключевыми для прорыва актера. Да, для прорыва днища актеров. И это 5-й выпуск на канале Кинотроечка. И сегодня мы поговорим о фильмах-трамплинах, которые стали той самой взлетной площадкой для известных голливудских актеров. Супер, поехали. Фу, блядь. Тут сейчас Кинотроечка, там музыка идет, там опять каскадеры прыгают. Кинотроечка. Фу, можно пока расслабиться. Кинотроечка, Кинотроечка, па-па-па, Кинотроечка. Наш подкаст «Трамплин» для твоей карьеры. И Подкастера. первый Пользуйся. фильм, который попался мне под руку, это «Скала». И актер... Николас Кейдж. У меня была кассета «Скала» с самого детства. Я его постоянно крутил на телеке. И более того, хочу сказать, на «Скале», вот на этом фильме, на кадрах «Скалы» я учился рисовать. То есть, как это было? Я ставил на паузу в фильме кадры и рисовал их потом на бумаге. Вот здесь и вот здесь вы увидите эти кадры, которые рисовал Витя. Да. Ну что, о чем это кино? Стой, подожди. Да. Я обратил внимание, тут немножко неправильно актеры подписаны, видишь? А это классика. Это Перепутали, где... это классический ход на кассетах и постерах. Они специально меняют имена над актерами для того, чтобы это привлекало внимание. Серьезно? Да. Такое часто где встречается? Да. Вообще. Интересный факт. Первый раз такое видел, теперь буду всегда обращать внимание на Да. это. Итак, фильм «Скала». С неприступного острова в океане, где расположена знаменитая тюрьма Алькатрас, приходит тревожное сообщение. У правительства всего 24 часа, чтобы спасти миллионы жизней. Специалист по химическому оружию Николас Кейдж, без лица воздушная тюрьма, и отряд специального назначения ждут приказа. Но только один человек может проникнуть в плавучую крепость. Секретный агент британской разведки Джон Патрик Мейсон. Шон Коннери, легендарный агент 007 Джеймс Бонд, о котором неизвестно ничего, кроме того, что однажды ему уже удалось бежать из идеальной тюрьмы. Бух! Бах! Тарарах! Все, как ты хотел. Это я так смотрел этот фильм и в детстве, и сейчас. Бух-бах, так все так смотрели. Это классно, это Бух-бах, кайф. Майкл В этом Бэй. и кайф, в этом и Да. кайф. На самом деле эта кассета, вот конкретно эта кассета ко мне приехала из славного города Солигорска. Привет. Там его Илья. до сих пор показывают в кинотеатрах. Да. Я, в принципе, заказал эту кассету. У меня своей не осталось. Я заказал ее в интернете. И вот Своей не осталось. человек из Солигорска мне прислал эту кассету. Так что, люди, если у кого-то есть культовые классные фильмы, можете их нам слать. Мы будем их разбирать. Вот. Ладно, «Скала». Фильм Майкла Бэя и... в первую очередь, наверное, Николаса Кейджа, как актера. Почему? Потому что до этого фильма Николас Кейдж снимался больше в таком авторском кино, в фильмах с невысоким, небольшим бюджетом,
До этого момента он пробовал себя в 2 фильмах как герой боевиков, но эти фильмы были провальными. Ну вот у него очень такое смазливое лицо для боевиков. Вот я и в детстве это всегда обращал внимание. У него такое вот лицо в мелодраме какой-то хорошей сыграть. Возможно, до этого фильма точно так и было. Но в этом фильме был очень подходящий сценарий под такого героя. Ну и роль подходящая. И роль него, очень подходящая, да. Ну да. Роль лабораторной крысы ФБР, который постепенно, проходя сквозь испытания в фильме, становится классным героем боевика. Я просто, ты сказал, который работает лабораторной крысой, я подумал, что он реально крысой работает. Вот, и вы ржали, да, со сценария, который здесь Тёма читал. Да, можно смеяться, он довольно-таки простой, это классический подход очередной «Крепкого орешка». Есть тюрьма в Алькатрасе, ее захватывают 13 человек. 13 человек же захватывали небоскреб в «Крепком орешке». То есть, это прямая такая отсылка к этому фильму. И изначально на главную роль в этом фильме хотели подписать Арнольда Шварценеггера. И когда он получил первый вариант сценария, он говорил о том, что он был с кучей недоработок еще, но в базе своей это был «Крепкий орешек». Серьезное кино про террористов, которые захватывают тюрьму. Прости, а что ответил Арнольд? Потому что, роль-то не под него вообще. Прикиньте, Арнольд Шварценеггер, химик ФБР с пробирками. Может, там вначале он потом... не такой химик был, может, его потом сделали таким химиком. Да, о том и речь. Изначально это был агент ФБР, который с помощью тюремного заключенного проникает в Алькатрас и там разбирается с этими террористами. Все на серьезных щах. А Арнольд отказался, потому что довольно шаблонно все это выглядело, и сценарий требовал больших доработок. И тогда 2 продюсера, Джерри Брукхаймер и Дон Симпсон, нанимают еще 2 сценаристов, которые делают из этого такого глупого, серьезного боевика довольно глубокую историю. Эти 2 сценариста, один из них Квентин Тарантино, который прописывает историю по-новому, поверх сценария, а второй Аарон Соркин. Аарон Соркин — это один из самых крутых сценаристов в данный момент. Он какой-то суперлегенд. Да, он писал Facebook, например, и в «Скале» он прописывает 3 главных персонажей, которые на обложке. Николаса Кейджа, персонажа Шона Коннери и персонажа Эда Харриса. Причем из классического антагониста, который изначально был в сценарии, он сделал якобы тоже героя, но антигероя. То есть злых людей в нем нет. Кстати, очень круто, что реально, вот если задуматься, это же такой современный уже подход, да, что антигерои тоже, они с таким, с бэкграундом, да, развитым, и ты можешь и им сопереживать. Они не плоские, и для боевиков такого формата, такого жанра, это реально прикольно. И Аарон Соркин тоже про это говорил. Мы сделали классического шекспировского персонажа. То есть Макбет, он герой, но то, что он делает, это плохо. Вот. Как только включился Аарон Соркин, Шон Коннери предложил ему идею сделать из своего персонажа агента 007. Но в реале. Такой фан, да? Вроде такая отсылочка к самому Шону Коннери. Да, это отсылочка к Джеймсу Бонду. Вот представьте, американское правительство ловит британского агента. Почему бы и нет? В какой-то реальности они могли бы запереть его в тюрьму, в какую-то камеру и выбросить ключи. Почему бы и нет? Это была идея Шона Коннери, он дал ее Соркину, Соркин прописал персонажа. А после этого Шон Коннери согласился играть в этом фильме, тем более, когда узнал, что его напарником будет Николас Кейдж. Возможно, они выпивали где-нибудь вместе. Возможно. Но говорится, что ранние работы Николаса Кейджа поразили Шона Коннери. «Птаха», «Дикие сердцем» и тому подобное. Сам же Николас Кейдж в этот момент снимался в небольшой картине авторской,
про которую никто не знал. А как оказалось, это была картина, за которую Николас Кейдж получил единственный Оскар в своей карьере. И это дает буст, в том числе фильму и самому Николасу Кейджу. Так я подумал, может быть, не этот фильм стал его трамплином, а тот фильм стал его трамплином. Нет. «Покидая Лас-Вегас» все-таки это небольшое кино, у которого есть награды, но это не кино, которое много зарабатывает в прокате, которое нравится продюсерам, студиям, и которое делает из обычной звезды суперзвезду. Окей. Он там сыграл сам себя, он там пил. Звонил Шону Коннери по пьяни. Да. Привет, как дела? Скоро будем сниматься. Далее. «Скала». Это второй фильм Майкла Бэя. Первый фильм «Плохие парни». Буквально за год до этого Майкл Бэй его сдал, и он стал довольно таким хорошим хитом. «Скала» для него стала тоже прорывным фильмом в том числе. Майкл Бэй выложился на этом фильме на 200, 300, 500%, потому что понимал, что если он сделает эту работу хорошо, то дальше у него будет все хорошо. Так и получилось. «Армагеддон», «Трансформеры», бла-бла-бла и все остальное, что он там дальше снимал. А сам фильм снимали, что примечательно, прямо в Алькатрасе, в самой тюрьме. Не на миниатюрах. Был там один момент. Есть одна сцена, которую снимали на миниатюрах, и это проникновение внутрь Алькатраса, когда водолазы на вот этих подводных скутерах плывут в Алькатрас. И эта сцена, она снималась одной из самых последних, потому что у фильма был бюджет $60 миллионов. Когда они их потратили, Майкл Бэй собрал драфтовый монтаж, они показали тестовой аудитории. Тестовой аудитории не понравилось две вещи. Первая вещь — это то, что они очень быстро попали как раз-таки в этот Алькатрас. Там было, они выпрыгивают с самолета в воду и выныривают в Алькатрас. Вот. И после тестовых они сделали прям проникновение в этот Алькатрас под водой. Сделали маленькие миниатюры водолазиков. О, классно. Да, проработали там, как они ножками двигают, вот эти вот все штуки. И довольно прикольная сцена получилась, про которую никогда не скажешь, что это миниатюры, графика или что-то еще. Она очень гармонично смотрится в этом фильме. А второй момент. В этом фильме не было сцены погони в Сан-Франциско. Вот на первом тестовом. Помните, где Николас Кейдж разбивает Феррари, где взлетает вверх этот... По-богатому трамвай. По-богатому, да. Она появилась благодаря Шону Коннери. То есть, когда студия поняла, что деньги закончились, а фильм еще не готов, они вызвали Майкла Бэя к себе на ковер. И Майкл Бэй был на 100% уверен, что его уволят сейчас. Когда он ехал туда, Шон Коннери попросился с ним съездить тоже вместе. И говорит, мы приехали в Hollywood Pictures, студия, которая внутри Диснея занимается взрослым кино. И вот они приезжают к боссам Hollywood Pictures, вызывают Майкла Бэя, но до того Майкл Бэй встает, идет в этот кабинет, и тут перед ним врывается Шон Коннери, с ноги эту дверь выносит, влетает и начинает просто орать на этих чуваков. И в тот момент Шон Коннери выбивает для этого фильма еще 15 миллионов. Вот как. То есть они... Хотели закрыть проект, да, потому что он был вот так выглядел. Да, с этим, с М-16. С автоматом. Отлично. Ты про что? Вот, и после этой встречи у фильма появляется вот эта автомобильная погоня, которая до сих пор считается одной из самых ярких погонь, снятых в Голливуде.
эта погоня, если там ее посмотреть, она сделана на все вот эти деньги. Там супер крутые тачки взрываются, там все летит, пылает, там супер шикарный монтаж, там очень много склеек, на каждые 2-3 секунды происходит склейка. Там есть даже момент, если, так как я в детстве его прям просматривал до дыр, как говорится, там есть момент, когда Николас Кейдж разгоняется на Феррари и прыгает как на таком трамплине в окно. Да, в окно. И в этом моменте, в монтаже, есть вклейка 25-м кадром крупных глаз Николаса Кейджа. Почему бы и нет? Хорошо, что глаз. Ну, я чуть-чуть разобрался, как они делали монтаж. Оказывается, что монтаж этого фильма делался 4 людьми. Один собирает общую канву и как супервайзер смотрит на весь фильм. Был один чувак, который собирал эту погоню автомобильную. Второй чувак, который монтажил юмор, так и называлось, монтажер по юмору. Да. И третий чувак, который монтажер по экшену, который, эти столетные всякие экшены и тому подобное. Почему 4 чувака собирали? Потому что Майкл Бэй всегда снимает свои фильмы с очень большим количеством кадров. А так как это была пленка, это просто ад. Шон Коннери бесился постоянно из-за этого, говорит, Майкл Бэй приходит и каждую сцену снимает меня слева, справа, снизу, а потом сверху. И мы потом переходим к следующему кадру. И прикиньте, вот каждый кусочек у тебя есть во всех ракурсах. Причем он не снимает с нескольких сразу камер, как это делает Ридли Скотт. Он снимает с одной камеры, но чук-чук-чук-чук, и везде выставляет красивый свет, красивую композицию, и поэтому это кино именно в каждом кадре выглядит сногсшибательно. И очень быстро снималось. Также одна из, наверное, ключевых штук, почему этот фильм до сих пор и смотрится хорошо, и считается культовым, это музыка. Здесь работало 2 композитора, один из них Ханс Циммер, и это одна из самых известных работ Ханса Циммера. Это работа, после которой он нашел звучание настоящего голливудского блокбастера. Мне кажется, они там даже говорят под музыку. Я уже не... когда сейчас пересматривал, я от нее в какой-то момент даже начинал уставать, потому что такое нагнетание, оно уже просто... Она очень крутая. И они даже там какие-то есть планы, где вот эти солдаты друг с другом разговаривают, и они тоже, по-моему, там под музыку разговаривают. Да. А это все от того, что Майкл Бэй — это рекламный режиссер, в том числе. Он начинал с рекламы, очень много снял рекламы. Брукхаймер тоже из рекламы пришел. И этот фильм, по факту, такой большой 1,5-часовой трейлер экшн-фильма. Я бы так сказал. Потому что, да, ни на секунду не останавливается вот эта движуха, которая начинается практически с первого кадра. 1,5 часа, 2:16 1,5 часа. Мне это каждая минутка... 2:16. Каждая минутка мне давалась аневризмой. Я не понимаю, как ты мог страдать на таком фильме. Это же шикарное кино. Я его пересматриваю каждый год, и, это просто какое-то для меня это услада для глаз и для моего ума, когда я понимаю, как делалась каждая сцена. Практически весь фильм был снят в Алькатрасе сразу, но съемки были очень тяжелые там. Потому что, во-первых, на аутдоре, когда они снимали, это остров, и Майкл Бэй говорит, что за час 4 раза меняется погода. То солнце, то туман, то дождь, потом солнце, туман, дождь. Состыковывать. И я, говорит, просто в шоке был. Второй момент, когда они снимали внутри, естественно, Алькатрас не предрасположен к этому. И Николас Кейдж сам говорил, мне страшно было там сниматься, потому что эта тюрьма,
Там практически все стены пропитаны потом и кровью. Говорит, я постоянно думал о том, что вот какие-то люди здесь всю жизнь свою пробыли. И это было тяжело. А снимали они там 3 недели. День в день. И жили там, и спали в камерах, да, правильно. Там Они Николаса не Кейджа была VIP-камера. С радостью освежевал тебя. С радостью освежевал тебя. Они не спали в камерах, они построили городок небольшой на краю Алькатраса. Шон Коннери выбил себе вообще домик, для него построили прям там домик. Алькатраса, в виде Алькатраса. Да. И он там жил, а остальные жили в этих вагончиках таких. И, в принципе, туда доставили там более 100 грузовиков техники, потому что... Шон Коннери хотел. Не, на Алькатрасе не было даже ничего. тупо не было Электричества. Да, они генераторы туда доставляли. Привезли. И полностью там оснащали, снимали. Плюс говорили о том, что очень большой ветер на этом острове, и это было просто невозможно. Все болели люди. Майкл Бэй очень сильно заболел во время съемок и снимал какую-то часть там при температуре 40, никому не говорил, там чуть в обморок не падал, но делал свою работу. Брукхаймер говорит, он был молод, он тогда поэтому... И мог себе это позволить. Да? Хорошо, давай про Николаса Кейджа еще. Это стал его первый грандиозный боевик. И вышло так, что после этого боевика дуплетом вышли еще 2 его больших фильма. Face Off. Да. Face Off без лица и тюремный самолет. И вот... вот это я помню. Да. А тоже кайфовый, да, просто кайфовый. Вот, и эти 3 фильма, когда вышли, Николас Кейдж стал супероплачиваемым героем боевиков в Голливуде. То есть ближайшие там 10 лет он заходил в фильм с зарплатой там около $20 миллионов. Еще один небольшой моментик. Здесь, на этом же фильме, снова отсылка к «Крепкому орешку», Николасу Кейджу позволили импровизировать на 100%. То есть Майкл Бэй дал ему бразды правления своим персонажам. И от этого в этом фильме очень много появилось юмора. Здрасте. Я агент федерального ФБР. То есть юмор не был прописан ни тем же Тарантино Соркиным, юмор появился благодаря Николасу Кейджу. Такой немножко глупый иногда, немножко, наоборот, прикольный, но именно Николас Кейдж сделал это кино живым. Кофе. Нет, не надо, спасибо. Это мне кофе. О, да, я как раз хотел заказать. Принесите чашку кофе, пожалуйста. Неожиданно вообще, если честно. Никогда не думал, что он юморист и проявит себя в такой вообще части фильма. Ну, круто. Офигенный фильм, я согласен. Я в детстве прямо обожал его. Сейчас с удовольствием безумным посмотрел. Все это классно сделано, кайфово. Обсуждали последняя сцена с этим шариком в рот этому главному злодею. Кайф просто, ты думаешь, когда же разовьется эта тема этих шариков, которые они постоянно там держат такие, да? Это, наверное, тот фильм, на котором, мне кажется, я не моргаю. Потому что каждая склейка, примерно идет через 2,5 секунды в среднем. Что касаемо условного Тарковского, там идет через 40 секунд склейка в среднем. А то может, и куда? В конце фильма склейка на титры. Просто. Вот, поэтому тут, если ты моргнешь, ты можешь пропустить супер классный кадр. Круть. Вот такой вот фильм, который всем советую, который, мне кажется, совсем не постарел. Каким он вышел, такой он и остался до сих пор. Если он понравился на старте, то он и сейчас точно будет нравиться. Фильм как Шон Коннери. Он только с возрастом только круче. И у нас следующий фильм, и это
Эдвард, руки-ножницы. Таинственнейший фильм. О чем же он будет? Готический. Возможно, про Эдварда? Готический. И руки-ножницы. Эдвард, руки-ножницы. Я принес вам это чудесное кино, снятое великим режиссером Тимом. Вот тут написано Бартоном, его иногда называют Бартоном. Иногда... Фильм Тима Бёртона. Фильм Тима Бёртона. Фильм Тима Бёртона. В фильме Тима Бёртона. Бёртон. Мультфильм Тима Бёртона. Это фильм, который стал таким началом карьеры, и не только карьеры, но и вообще получился классный тандем режиссер и актер, который дальше снимал его почти во всех фильмах. И Джонни Депп вот как раз он перешел от такого ловеласа, которого любили девочки-подростки, в такое взрослое, настоящее кино, и он получил вот это амплуа такого актера, который очень, силен в мимике, это раз, а во-вторых, такого вот, опять-таки, одиночки, играть персонажей, которые противопоставляются большой массе. То есть это какие-то такие харизматичные одиночки, будь это Джек Воробей там уже, или дальше там у того же Тима Бёртона Чарли «Шоколадная фабрика», такого какого-то эксцентричного художника, создателя. И дальше он уже вот двигался именно через такие роли. Ну, давай. Ну, отдай. Сейчас. Эдвард — это очень странное, даже загадочное создание. Вроде бы человек, но вместо рук у него самые настоящие остро заточенные ножницы. Этим недостатком, а может и достоинством, он обязан гениальному, но, увы, безвременно почившему изобретателю, Эдвард живет в старинном заброшенном замке, стараясь избегать общения с людьми. Однажды к нему наведывается очень богатая, скучающая дама, которая забирает его в свое имение. Там Эдвард открывает в себе уникальные таланты садовника и парикмахера. Своими руками-ножницами он одинаково ловко справляется с живыми изгородями, с дамскими прическами. Однако, когда в городе происходит страшное преступление, Эдвард первый, кто попадает под подозрение. Теперь его жизнь приобретает другой смысл. Я не понимаю, почему они так пишут. Весь фильм рассказывают прямо здесь. Ну, вот так сложилось. Нет, начнем с того... Мне нравится, что очень богатая, скучающая дама, которая продает Эйвон. Что весьма странно, забирает его в свое имение. Имение. Да. Потому что у нее есть кусты. Да, забирает она его не в имение, а забирает его в небольшой городок, который является... Этот городок, он является прототипом города, в котором, собственно, и вырос Тим Бёртон. Вообще персонаж, вот этот Эдвард Руки-ножницы, это такое альтер-эго Тима Бёртона, и отчасти это фильм такой, построенный на интерпретации биографии, не конкретно там биографии становления, а его, душевной какой-то структуры, скажем так, которая формировалась вот в этом маленьком американском городке того времени. Даже он хотел снимать этот фильм в своем городе, в котором он и вырос, но уже там, посмотрев локацию, он понял, что этот город изменился все-таки, он уже не такой, и был найден вот этот городок где-то во Флориде, по-моему. И что удивительно, что это тоже, опять-таки, подтверждает вот этот факт вот этих однотипных американских городов, где одинаковые дома, одинаковые какие-то культурные контексты, одинаковые люди. Это не построенный город, это реально город. Оттуда с улицы отселили в ближайший мотель жителей, просто заплатили им аренду за их дома. Поэтому дома просто подкрасили, сделали их такими, яркими именно в нужную цветовую палитру, которую нужна была Тиму Бёртону. И
получилась, ну, такая настоящая натура вот этого провинциального пригорода американского, где все друг на друга похоже, где все живут вот в этом, опять-таки, нашем любимом конформизме, про что мы в прошлый раз говорили. И одна из ключевых тем как раз-таки это противостояние человека, художника, вот этому обществу одинаковому, которое хочет его просто как бы попользовать. И поэтому это такая готическая сказка, да, где есть главный персонаж, вот этот Эдвард Руки-ножницы, это такое альтер-эго, уже мы говорили, режиссера. И что мне здесь импонирует, то, что обстоятельства заставляют его спуститься вот в этот городок, и люди начинают им пользоваться. Они видят в нем в первую очередь какую-то утилитарную, даже не человека, да, а какую-то такую утилитарную вещь, что на нем можно пожарить там шашлыки на мангал, что он может круто, как газонокосильщик, стричь кусты. Всем газоны, да. Потом он переходит на собак. С собак он переходит уже на людей. И когда им уже попользовались, когда с него больше нечего взять, и более того, он уже начинает представлять какую-то опасность, в частности, для вот этого парня, который встречается с неповторимой Вайноной Райдер. Да. Они все там сказочно богаты. Ну, средний такой классический средний класс. И вот этот богатый футболист, он видит опасность, то, что Вайнона Райдер вроде как начинает в него влюбляться. Случается вся эта история, где его подставляют один раз, второй раз, и он уже становится изгоем, потому что как личность, он, ну, как художник, да, ну, то есть, понятно, это все символизм. Эти ножницы, руки-ножницы — это как бы внешнее проявление его внутреннего мира. У него не просто, ну, так случилось, что ему сделали эти руки-ножницы, а это как бы через ножницы мы видим душу художника, да, он ведь не просто что-то там лишь бы как ковыряет, он создает произведение искусства, будь то кусты или какие-то гротескные прически дам. Вообще идея этого фильма произошла это со подросткового скетча Тима Бёртона. Он нарисовал такого человечка, грубо говоря, с руками и лезвиями, каким он себя видел в детстве. И его тоже очень сильно не принимали, его сильно не понимали, все общество, в котором он рос. И вот это тоже один из ключевых моментов этого фильма. Это, конечно, принятие себя в обществе и обратное как бы неприятие общества таких вот людей, обладающих неординарным каким-то характером. Как раз-таки это и помогло Джонни Деппу заполучить эту роль, потому что на роль претендовала, ну, как минимум, там несколько топовых звезд, и там был Том Круз, Том Хэнкс, даже Джим Керри и даже Майкл Джексон. Майкл Джексон сам донимал Тима Бёртона, чтобы сняться в этом фильме. Почему Тим Бёртон выбрал именно Джонни Деппа? Тим Бёртон вообще, он увлекался и вдохновлялся черно-белым кино, таким старым, немым кино и кинофильмами там 30-х. Но в первую очередь он искал персонажа, героя, который вот эти все душевные перипетии сможет отыграть без слов, который сможет мимикой, глазами, актерским каким-то мастерством показать вот эту вот, не контаченье вот этого персонажа с внешним миром. И как раз-таки благодаря умению Джонни Деппа, его каким-то таким ужимкам, его ярким глазам, на это в первую очередь обратил внимание. И когда Джонни Депп уже готовился к роли, он очень много смотрел именно Чарли Чаплина, чтобы вот эту пластику всю немого кино перенять на себя.
в сценарии, и он на самом деле все там только на каких-то эмоциях, ну, мы видим, да, и мы видим вот это POV, как будто бы через него мы знакомимся вообще С этим миром, да, там очень много обратных таких кадров, где мы как бы глазами через ножницы там наблюдаем. Ну да, сценарий, получается, и в фильме он такой классический герой-проводник внутрь вот этого мира. В том числе. А почему же Том Круз, интересно, не стал? Почему же? Ножницы? Он не мог сопоставить ряд фактов. Он задавал очень много вопросов. Типа... Тиму Бёртону. Типа, а как он ест? Как он ходит в туалет? Как он вообще прожил вот этих вот, сколько-то лет, пока его не нашли? Понимая, что это в первую очередь сказка такая, да, в структуре своей это кино. Конечно, Тиму Бёртону было, наверное, даже и не с руки пытаться ответить на эти вопросы. Да ему плевать. Он просто такой... Вот я возьму этого чувака, и он же меня просто будет... Есть фильм. Вот. И когда уже Джонни Депп приступил к съемкам даже этого фильма, ему пришлось похудеть на 10 килограмм или там, чтобы, как-то органично смотреться вот в этом кожаном костюме, чтобы... Сначала сшили костюм, да? А кто у нас будет актером? Вот это, блин, что-то какое-то... Может, вы выбирали просто самого худого? То есть это Золушка, по сути дела. Он влез в туфельку и стал главным героем этого фильма. Вот такая метафора, да. Прикольный факт в том, что изначально ножницы вот эти придумал специалист, который создавал образ. То есть по задумке Тима Бёртона это, человек, Эдвард, он должен был быть без рук, но это не конкретно ножницы, это какие-то должны были быть, металлические острые лезвия, но никак не там связанные, что это, именно ножницы. А чувак, который создавал его, вот это образ, это, кстати, он потом делал образ и пингвина вот этом в «Бэтмене». Дэнни Девито. Я думал, «Бэтмен» раньше был. Нет? Дэнни Девито во второй части. Все, первое раньше вышло. Первое. Бэтмен. Там вообще великий вот этот чувак. Да, он и «Терминатора», «Чужие», «Парк юрского периода». Так вот кто Эдвард Руки-ножницы на самом деле. Он там пересмотрел кучу садовых, несадовых ножниц, придумал, как они все должны там между собой на руках взаимодействовать, но и для безопасности они были сделаны из пластика, силикона и просто покрашены в эту металлическую краску. На крупных планах, понятно, там, где действительно есть какие-то каты, есть, как он там идет по стене с этими ножницами, когда он злится, прорезает колесо, там уже, конечно, настоящий металл, настоящая ножница. Но чтобы, опять-таки, никто не пострадал, сделали такие, как бы, пластиковые ножницы. Но... Чувак из хостовара. Там просто такой сидит. Эдвард! Никогда не догадаетесь, но вы можете встретить этого мужика в хостоварах, он выбирает ножницы, да? Это Франкенштейн или нет? Объясни мне. Нет, как бы... как это, Франкенштейн, это, безусловно, один из референсов, на которых опирался Тим Бёртон. Вообще, линия Франкенштейна у Бёртона во многих фильмах есть вот это. Присутствует мультик, не помню, как он называется, где он пса собирает. Франкен, да. Это его первая анимационная короткометражка. Он сделал ее после того, как собачка его умерла. Он ее сделал. И его за это выгнали из Диснея, по-моему. Да. Он работал в Диснее, охренел там от этих всех ярких Микки Маусов и белок, Дисней охренел от него. Он рисовал, кстати, «Лис и пес», вот этот мультик. И он говорит, я рисовал этих лисов, и они у Диснея такие были все няшные, красивые, а у меня всегда ободранные и грязные. Не, конечно, он безумно крутой чувак, Тим Бёртон. Вообще он такой художник, офигеть просто. Я давно не смотрел Тима Бёртона, и я вот когда
пересматривал Эдварда к этому выпуску, я прям такой ностальгией проникся вот моих студенческих годов, потому что в то время это был именно режиссер, визионер, на которого мы все равнялись. И, ну вот и ребята из моей, скажем так, художественной тусовки все прям боготворили его. И сейчас ты смотришь, вау, просто вау. Но у него часто и образ вот этого маленького города, да, тоже как бы присутствует. То есть даже если там Битлджус смотреть, да, там слушай, та же история. Ну, да, опять-таки, тоже... это как художник, как такой большой режиссер, он из фильма в фильм переносит свои образы, свои размышления, и, как правило, они очень часто идут из детства у художника. Но вот он, кстати, что касается Бэтмена, он, в принципе, и задал вот этот весь... Ну, такой вайб готический. Да. И уже потом каждый Готэма? Бэтмен... Да, Готэма, кто бы ни снимал его, все равно уже вот эта преемственность вот этого готического Готэма, она идет... Мне кажется, он в кино впервые даже показал, что Готэм — это отдельный город, в принципе, а не там какая-то часть Нью-Йорка и тому подобное. Я считаю, что вот второй Бэтмен, который провалился и который ему карьеру подпортил, Тиму Бертону, это вообще лучший Бэтмен из всех Первых Бэтменов, два я считаю снимал. тоже, что лучшие. Ну, которые бертоновские именно. Ну, первый мне не очень нравится из-за этого Джека Николсона дурацкого, там очень карикатурного. А вот второй, там, Дэнни Девито, и вообще куча этих персонажей. Ну да, кстати, он крутой. А там женщина-кошка, да? Она во втором. Да. И у Бертона есть еще такая тема, вот так, как он показывает вот эти зимние рождественские сцены, вообще настолько такая романтика, пропитанная готическая, да, эти хлопья снега. Ну, вот собственно, и этот фильм тоже, он как построено тоже по структуре сказки, он повествуется от рассказчика, который рассказывает, почему в этом городке вообще идет снег. Офигеть, вот это вот очень красиво. И вот это вот трогательно настолько, что прямо вау. Во всем этом фильме мне вот это больше всего и понравилось. Вот это трогательное финал, да, про то, что идет снег, потому что он творит. Такое проявление, опять-таки, волшебства через искусство. Искусство, да. Искусство — это волшебство, которое дарит всему этому городу. Ну, вот это... Ну, и в этом есть вот именно трагичность с точки зрения проецирования, если Тим Бертон все же видел себя, как будто бы проекцию себя на этого героя, то в конце фильма Эдвард остается один, творить один. Тема одиночества и самопринятия, она тоже, по словам Бертона, она одна из ключевых, даже ключевая тема этого фильма, потому что, ну, как мы вначале рассуждали, даже если брать там структуру сказки какой-нибудь классической, вот этот главный герой, ну, не знаю, если взять там в пример... Золушку. Бэмби. Да. Этот польский крот, слепой. Картек, он же чешский, подожди, что ты его продал-то? Дровосек какой-нибудь, да. У них есть мотивация что-то с кем-то встретиться, получить любовь, дружбу, ну, какое-то проявление других людей. Сам же по себе Эдвард Руки-ножницы, он спокойно жил в своем одиночестве. Он от этого, никак не страдал, и сам он не искал никаких вот этих контактов. Это не он спустился к людям, а вот случай и жажда наживы людей за счет Эдварда заставили, вообще произойти всей этой там же, мне кажется, истории. Это очень богатая женщина, которая его забирает. Она же не из-за наживы его забирает. Нет, почему? Мы видим, она изначально едет к нему, чтобы продать косметику. Это факт. Это первый факт. Но потом как будто бы ей становится жалко его, что это... Да, она там добрая. То есть она все-таки добрый персонаж, но понятно, что все остальное общество, то есть... Да. И самое вот то, что как бы я с женой смотрел, и мы начинаем делиться друг с другом,
и она говорит, я уже не могу смотреть, потому что вот это напряжение в самом начале, которое ощущается, что все это закончится плохо. Да. И ты вот смотришь это, и такой понимаешь, что все закончится плохо. И ждешь. И ждешь, когда это произойдет. Сейчас нам показывают, что вот он такой молодец, ну я же знаю, что сейчас будет все не так. И вот это постоянно тебя, ну как-то не знаю, гнетет. Ну и, конечно, этот фильм показал всем, что быть каким-то особенным, быть творческим и непонятым в своей социальной группе — это неплохо, а наоборот, это... грустно. Ну, кайф, круто. Что в детстве его было смотреть классно, что сейчас его пересматриваешь, и уже, опять-таки, с высоты прожитых лет открываются какие-то новые инсайты, которые в детстве казались, ну, где-то смешными, там, какие-то ситуации, ну метафоры. Да, ну, что водный матрас — это такое себе, например. Там я для себя подчеркну. Метафоры эти могли... Не бери себе, да, водный матрас никогда. Метафоры могли в детстве эти не прочитываться, сейчас они уже, конечно, работают. Да, супер. Ну что? Рекомендуем. Абсолютно. Продолжаем. И какая же кассета у нас будет третья? Мне кажется, вверх ногами. Эйс Вентура. Розыск домашних животных. Короче, в детстве, мне кажется, что у нас вторая кассета, которая появилась в доме, это была «Маска» и «Эйс Вентура». Кайф. Причем мы каким-то на образом... одной кассете. Да, мы казалось... Да, мне казалось, мы с братом мутили какую-то сложную фигню с родителями, пытаясь одолжить у каждого из них, ну, у мамы и у папы, по чуть-чуть денег, объясняя, что нам надо на что-то другое. Якобы там, ну, не помню, сколько там надо было денег. И потом родители пообщались, естественно, между собой. И говорят, вы что, типа деньги на кассетку цыганили? Ну, в общем, и для меня этот фильм, он как бы был вот такой. Сразу и «Маска», и «Эйс Вентура». Давай. Но здесь, конечно, крутой сюжет. Он лучший из всех. И вообще, он единственный в своем роде. Он — это Эйс Вентура, детектив, разыскивающий домашних животных. Где бы он ни был, в засаде, в огне или под водой, он всегда находит того, кого разыскивает. В общем-то, какая предыстория у этого фильма? Она достаточно простая. Сценарий, на самом деле, вот такого детектива Эйс Вентура по розыску домашних животных уже существовал. Его написал Джек Бернстайн. Так. Да. И, в общем-то, но он был немножко другой, если честно. Естественно, персонаж был вообще другой. Угу. То есть персонаж был такой... Ну, какой-то тямтя-лямтя такой. Его должен был играть чувак из фильма, если помните, такого «Дорогая, я уменьшил детей». Такой супер простачок. И вообще предполагалось, что Эйс Вентура будет вот таким же. Он будет таким, ну, каким-то несуразным, таким немножко глупым. Там было вот это время было... какой-то период супер тупых комедий, типа смешные. И вот там именно типа смешные. Вот что самое удивительное, это типа вот Джим Керри, он классный. Он поднял этот какой-то левел, да, сразу он выше. Какой-то нашел для себя, мне кажется, классную формулу, которая не позволила ему скатиться в этот ад. Хотя в «Тупой еще тупее». Он прошелся по грани, но идеально. По тонкому льду, но опять же стал культовым. И вот, собственно, существует такой сценарий, от которой там где-то пинают, смотрят, опять же, актеры от него отказываются, что-то там не все хотят его снимать. Студия вроде как готова за него взяться, они приглашают режиссера вот этого Тома Шедека. Причем он до этого снял там тоже только одну комедию, он, в принципе, считался начинающим чуваком, потому что тот был не то чтобы супер взлетевший фильм, типа «Франкенштейн», кстати, «Студенческие годы». Вот примерно такая какая-то шибанутая тоже комедия. Не то чтобы она там тоже была каким-то суперхитом. В общем-то, студия предполагает, что она сейчас возьмет какую-то недорогую команду, они берут режиссера, который, если провалится, то и фиг с ним. Как бы закопаем и все.
да, они, в принципе, находят, опять же, там, перебрав кучу каких-то там вариантов, кто же может сыграть эту главную роль. Они даже, по-моему, Вуппи Голдберг думали, что может сыграть, перебирали каких-то комиков и, в общем-то, опять же, остановились на Джимми Керри. Вот, который до этого, опять же, в кино в каком-то большом, ну, как бы таком прям не снимался. Он снимался очень много в телешоу, он снимался на ТВ, он выступал с комедией много, он был уже, ну, как бы таким в кругах, там, не знаю, юмора, стендапа, всего прочего, актерской комедии. Маньяка какого-то играл где-то. Да? Ну, может быть. Вот, и прикольно, что они, то есть сам Керри и Шедьяк, как режиссер и, казалось бы, да, вообще актер, они начинают дорабатывать сценарий вместе. То есть сейчас сценаристы там как раз-таки 3. Это вот этот Джек или как там, Бернстайн, который основу истории положил, и Шедьяк с Керри. И это как раз-таки история, в которой, ну, как бы прикольность вся Джима Керри в том, что он реально, по сути дела, создал Эйса Вентуру. Да, то есть это образ не там ну, как бы он был придуман, да, мы понимаем, что есть как бы сюжетная линия, есть какая-то там логика развития событий, там арки, все прочее, но вот как вообще ведет себя Эйс Вентура, кто он такой, основу его как героя, ну, то есть полностью изменили Шедьяк вместе с Керри, то есть они его перепридумали. То есть из увольня какого-то такого недотёпы детектива он превратился вот в такого какого-то попугая, потому что он сам и говорит Керри, что да, в основу образа я положил попугая. То есть это же про животных, я же как бы сыщик домашних животных, и я нашел такой образ. Он будет попугаем, прямо ярким, прикольным, который вот все делает вот эти вот штуки, шеи, да, там смотрит по сторонам. Правда, попугай жопой не говоря. Это отдельная, да, тоже история. О, попа мио. О, сода мио. Вот, и, в общем-то, рубашки его цветастые, да, вот эти все брюки там, ну, он все время видно, что это реально, вот, подумать, это попугай. И, собственно, они стали перерабатывать сценарий, он очень много туда вложил из своих комедий предыдущих, каких-то заходов, вот это все про попа и разговоры, это тоже из его предыдущих каких-то небольших скетчей. Да. То есть они реально надергали оттуда чего-то из Керри, он много туда своего вложил, они переработали этот сценарий, ну и, в общем-то, как бы перешли к съемкам. Все самое лучшее, что у него так было. Так и было, реально. Тут его, как бы, вот этот весь перформанс, да, актерский, офигенный. Мы прямо... Его действительно можно где-то порезать по кусочкам, посмотреть отдельно. Есть там сцена, где он там поющий жопой, да, есть там, где он делает обратную перемотку в психушке, да. И это отдельные, как будто бы, его возможности, которые... ну, как бы там натыканы, и ты такой смотришь, вау, прикольно. И тут он как бы хорош, да, и тут он хорош. И как бы, в общем-то, со всех сторон хорош. Что дальше? Ну, как бы перешли, естественно, к съемкам. Было там тоже всякой много веселой заманухи, что вот эта актриса, которая играла потом в «Друзьях», как же ее... Кортни Кокс. Она вообще боялась зверей на площадке. Особенно обезьян, всех там каких-то белок, и она постоянно вообще, то есть, ой-ой-ой, пожалуйста, поаккуратнее. Она называет этот фильм худшим вообще фильмом, в котором она снималась. Она во многих еще снималась? Ну, она же в «Крике». А я вышлю тебе копию. О, боже мой. Что еще про актеров прикольно, что... вот этот черный полицейский, который там играет его какого-то приятеля, друга, с которым он попой разговаривает. Да. Прикол в том, что это был на тот момент какой-то известный вообще певец и рэпер. Или, ну, в общем-то, у него есть реально какие-то клипы. Типа того, да. В общем, но он был суперизвестный чувак. Что же, и здесь вот самое прикольное, ну, как бы в этом фильме, мне кажется, что в него действительно Джим Керри вложил очень многое. Ну, то есть он здесь выступал не просто актером,
а человеком, который во многом, ну, как бы сделал в том числе этот фильм. Там, вместе, естественно, там, с режиссером, со всей командой, но, тем не менее, он как раз-таки там выкладывался, добивали эти сценарии, сюжеты. После съемочных там своих дней где-то они его дописывали по ночам с Шедиком и что-то там еще, в общем-то, крутили, доделывали, да, и они в какой-то момент, очень интересно, что оба думали о том, что фильм может провалиться полностью. И смущало их то, ну, по крайней мере, режиссера, смущало то, что герой получается как бы такой слишком переигрывающий. Карикатурный. Да? Карикатурный, да, такой прям too much. И он, с одной стороны, когда они снимали, смотрели, и это все как бы складывалось, ну, они понимали, что нет, вроде все нормально. Но с другой стороны, вот эта вот вся карикатурность может просто их потопить. И так и получилось как бы в критике, потому что критики-то его, в принципе, посчитали, да, провальным, растоптали, но абсолютно это не вышло так для зрителей, потому что зрители, наоборот, безумно влюбились вообще в этого персонажа, в героя, во всю эту историю, и все это как бы сработало. Да, при там, опять же, бюджете в 15 миллионов. Большой бюджет, кстати, большой. Вот. Для такого кино. Там его-то и не видно сильно этого. Керри получил, по-моему, 350 тысяч. Ну, то есть за гроши зарплата, снимался, да, его. Что важно, там, опять же, через фильм, в том же «Тупой еще тупее», он там потребовал уже сколько там, 7 миллионов, 8 миллионов. Да, то есть, опять же, он очень сильно взлетел. Вот, но они собрали хорошую кассу, там, то ли 150, то ли там сколько-то, в общем-то, миллионов. Зрители безумно влюбились во всю историю, все очень понравилось. Керри тоже, кстати, как, не знаю, Шон Коннери врывался на площадку, он точно так же врывался для того, чтобы в фильме снялся Дэн Марино, который является реальным спортсменом американским. Вот, его просили сняться в фильме, хотели, чтобы он сыграл эту роль про, в общем-то, всю эту историю американского футбола, он отказывался, и на какую-то встречу ворвался сам Керри в образе Эйса Вентуры, где он шутил, подкалывал там всех в каком-то, не знаю, месте, где они встретились, чтобы он увидел, как бы, что это примерно планируется, как это все будет выглядеть. Опять же, все это удалось заполучить этого Дэна Марино, не знаю для чего, но как бы сложилось, и хорошо. Искусство продаж такое. Ну, да. Ну, в Америке НФЛ самый, типа, популярный вид спорта, поэтому понятно почему. Да, в общем-то, половину вот этих актеров, якобы актеров, которых там ловит герой Керри для того, чтобы проверить бриллиантики эти в колечках, на самом деле это реальные игроки. Эй, придурок! Ты почему не научился правильно ездить? Хочешь поиграть? Ну и там, вот как бы, опять же, это, наверное, фильм, который можно, ну, как бы, по крайней мере, я могу разбирать на цитаты вот именно юмористические. Керри придумывал фразы, которые, казалось, уйдут в народ. Он специально их там юзал несколько раз. Он объяснял это тем, что да, я хочу, чтобы эти фразы подхватывали, чтобы их люди потом использовали, и это было такими вот фишечками, которые будут про этого персонажа. Надо у него учиться, значит. Да. Возможно, я тебе как-нибудь позвоню. Твой номер не изменился? 911? Вот. Они, в принципе, тоже стали неким таким дуэтом, что ли, творческим с Шедиком. С обезьянкой. С Шедиком они сделали еще несколько, в принципе, успешных комедий, которые считаются сейчас там тоже классикой просто комедии. Это «Лжец». Они сняли. И «Брюс Всемогущий». Это тоже Шедик и как бы они. Хороший. Вот. Поэтому они тоже как бы... Вторую часть уже не он снимал. Мне кажется, не он снимал вторую часть. Во второй части ее сняли супер быстро. Для меня это было супер удивительно, потому что
как... Ну, то есть в 94-м выходит первая часть, и в 95-м, в конце 95-го уже выходит вторая часть. Но вторая часть тоже весьма смешная. Да, она смешная, классная. Там сюжет уже не такой мудреный, потому что здесь мне почему нравится, потому что прикольный детективный сюжет. Да, здесь внутри. хорошая детективная И линия. действительно, когда ты смотришь, тебя удивляют эти твисты, и кажется, что... Да, вообще удивляет. А я скажу, а я объясню, кто здесь как бы виноват, потому что это как раз-таки вот этот Джек Бернстайн. Так. Это чувак, который много сценариев написал сейчас и для детективных вообще сериалов, для детективных всяких штук. И он, видно, что был подкован на детективных историях, и он понимал, как разложить вот эту детективную историю. Клево. Это чувствуется, прям чувствуется. Да, потому что реально хороший детектив. То есть ты смотришь и понимаешь, что все это, ну, нормальный, прикольный, интересный детектив, который завернут в комедию. Опять же, там есть, естественно, везде есть место импровизации Керри. Но там задача режиссера была просто не выключать камеру. Да. Вот я думаю. Да. Не, ну, опять же, режиссер как бы выступал в том числе и сценаристом. То есть они все это прожевывали они все это придумывали. Ну, я думаю, там, знаешь, как такой скетчинг был постоянный. Керри заскакивает, играет так, следующий дубль по-другому, потом по-другому, по-другому, и в монтаже выбирается что-то типа лучше. Вполне может быть. И я говорю, что здесь, ну, вот по работе Керри, по вот опять же фишкам, по гэгам, да, по чем-то еще здесь, ну, просто их такая плотность. Мне очень нравилось начало. Я вот помню для себя, что начало — это просто отдельный кайф, потому что ты смотришь и думаешь, блин, как это смешно просто, да? Ты потом ловишь себя на мысли, что тебе хочется сделать это то же самое с какой-нибудь коробкой, которую ты несешь. Да, ты просто, ну, настолько оно классное, мне кажется, как заявка персонажа, как въезд в историю. Она очень крутая. Ну, то есть это вся эта коробка, которую, да, ну, все там делает с ней. Это отдельный кайф. И самые классные моменты, опять же, ну, вот этот его перформанс, да, в психушке. Сейчас я покажу комбинацию «Крючок». Это абсолютная какая-то, не знаю, красота, пластика, вообще сумасшествие Керри. Опять же, мы теряем это все в переводе, мы теряем весь кайф актерской игры, потому что мы не слышим, как он все это там, не знаю, голосом, опять же, отыгрывает. И сейчас, когда я смотрел, и вот эта вся перемотка, когда он делает эту перемотку, ну, это прям супер, это прям просто кайф. Это ты смотришь и думаешь, вау, офигеть, как он это классно реально делает. Посмотрим еще раз. Отмотай назад. И там же, наверное, одна из моих любимых как раз-таки шуток, кажется короткая абсолютно, когда он заходит в этот подсобку, где ищет документы и становится на целлофан с этими пупырышками. И они начинают тыщ-тыщ-тыщ-тыщ стрелять. Она супер короткая, супер простая, но она так смешно смотрится сейчас. Очень классный, реально сложившийся дуэт. Мне кажется, они вообще, ну, как бы изменением персонажа главного изменили полностью эту историю. Они сделали то, что ее захотели, опять же, превратить в там, вторую часть, в мультик, потому что потом сделали мультик. Там, сериал. Да. Ясно. Что интересно, что у Джима Керри несколько таких мультиков, которые после его фильма существовали. По-моему, «Тупой еще тупее» тоже как бы запустили в мультик. Эйс Вентуру запустили в мультик. По-моему, даже Маску запустили в мультик. Да. То есть прямо... По-моему, даже игра на 8-битке была. Да. То есть прямо чувака превратили, да. Ну, франшизу сделали. Да, он настолько стал популярен, что реально его превратили, ну, как бы вот... Ну, круто, но... А как Джим Керри? Все-таки этот фильм стал для него
прорывным. Этот фильм стал для него, но я бы даже скорее, наверное, сказал, что этот год стал для него прорывным, потому что он выпустил как бы, ну, наверное, нет, все-таки этот фильм, да, стал прорывным, потому что в «Тупой еще тупее» он уже потребовал гонорары в разы. И эти 3 фильма там вот в этом году, когда они прошли, через там год буквально или через 2, он уже попросил гонорар в 20 миллионов, что было невероятным для комедийного актера, потому что актеры комедий никогда не требовали столько. То есть они не могли позволить себе как бы ставить такие гонорары. Джим Керри первый, кто как бы пробил вот эту планку и стал таким... Но его и стал таким наказали за актером. это сразу же. Он запросил 20 миллионов за кабельщика, и кабельщик сразу типа утонул. Просто жестко. Робин показала мне свою родинку, она такая сексуальная. Вот, в общем-то, Эйс Вентура. Такой Классно. он. Безумно смешной, очень классный, классно сложенный, и действительно и хорошая детективная история, и классная комедия. И что? Резюме. Вот. Давай все Резюме. 3 сюда. Ну, вот я, кстати, искренне на этом посмеялся, Так, искренне на Поплакал. этом порефлексировал. И, я на иск- снегу поплакал, конечно. и искренне на этом... Уснул. А я еще хочу сказать, что если у наших зрителей есть какие-то идеи по Нет, я темам... думал, кассеты. Я думал, кассеты. Нет, по темам разговоров, которые они хотели бы услышать, пожалуйста, пишите в комментариях. Да, мы обязательно попробуем сделать какой-нибудь выпуск Спешл. по заявкам, спешл. Да. Yeah. На этом и закончим. Jedna trójeczka. Да, надо какой-то финал записать все-таки, более человеческий, да? Ну, запиши. Давай. Давай. А до этого что, нечеловеческий? Ну, не человеческий, да? Хорошо, давай. Выбирая лучший фильм... Не и лучший фильм. Ладно, выбирая лучшего актера. Нет. Лучший трамплин. Лучший Лучший... Конечно же. Вот Закрывай как-то его. Так и похороним. Ну. И вот все они создали что-то лучшее. И вот всех мы О, и сложим. Ну Люблю. что ж. Финал финалов. Ребята, если вам хочется классно провести вечер, то посмотрите все эти 3 фильма подряд. Да, если боевик, то «Скала». Это Если суперкомедия, то «Эйс Вентура». Если готическая драма, что-нибудь артовое, сказочка, что-то что-то сказочное. артовое, что-то даже на Рождество, то это Эдвард Руки-ножницы. Бертона, его же Бартона. Бартона, Бертона, Предертона. Все, смотрите фильмы на VHS, потому что они классные. Jedna trójeczka.